Подобных видео много, но раз поступил запрос, в этом видео я расскажу о том, какие материалы использовала я, когда была новичком в акварели, стоит ли сразу покупать дорогие материалы, а также как не словить биполярку, когда люди оценивают твое творчество. Снова поговорим по душам. Добро пожаловать на мой канал. Итак, вы решили начать рисовать. Вам нужны акварельные краски, бумага, кисти, и я расскажу о каждом пункте подробнее. Если бы нам в школе на уроках ИЗО говорили о существовании акварельной бумаги, сейчас было бы меньше людей, которые боятся акварели и считают этот материал таким сложным. До сих пор помню эти альбомы с листами гармошкой, просто потому что бумага там совсем не для акварели, особенно когда рисует ребенок. Так вот, сейчас выбор бумаги и других материалов огромен. Но пусть вас это не пугает. Все, что вам надо знать в самом начале, это что есть 3 основных вида бумаги: хлопок, целлюлоза, а также микс. Есть обычная дешевая и профессиональная, которая стоит дороже. Почему и как выбрать? Вообще, в самом начале моя первая покупка была бумага рыбачка и палаццо. Это стопроцентная целлюлоза. В 2020 году она стоила еще дешевле. Я сейчас расскажу и покажу вам виды бумаги, но сразу хочу отметить: конечно, от качества материалов будут зависеть ваши работы. Но когда вы в самом начале, то стоит попробовать бюджетные материалы. Не думайте о том, что у вас будет меньше желания рисовать, потому что для начала вам нужно просто попробовать материал и понять, что он из себя представляет. И далее, если вы все-таки решите продолжить обучение, изучение этого материала, то можно уже покупать более дорогие и качественные. Все будет зависеть от вашей практики и интереса. Это чисто мое мнение, и я просто делюсь своим опытом, как это было у меня. Итак, что же такое целлюлоза? На такой бумаге ваши рисунки могут быть чуть красочнее за счет того, что пигмент краски не проникает глубоко в слои бумаги, а остается на поверхности. Вот мои самые первые работы, которые я рисовала на самой дешевой целлюлозе. Бумага бывает в формате отдельных листов, склейки, а также скетчбуки. Такая бумага быстро впитывает влагу, и если вы планируете большие заливки, учитывайте это, вам придется работать очень быстро, потому что бумага очень быстро схватывает краску на листе. Такая бумага почти не впитывает пигмент, и он остается на поверхности листа. Много слоев делать не получится, потому что предыдущие слои краски могут размываться и образовывать грязные участки. Но зато можно создавать интересные эффекты и протирать какие-то места кистью, если это требуется. Из минусов дешевой целлюлозы то, что она может пойти катышками, если вы будете долго протирать какое-то место кистью, например. А также то, что лист бумаги может идти волнами в процессе рисования, даже в склейке. Но для того, чтобы попробовать, поэкспериментировать, я считаю, что это самое подходящее. Такую бумагу не жалко испортить, и у вас не будет страха белого листа. Я рисовала на такой бумаге несколько месяцев. Сейчас выбор очень большой, поэтому смотрите по своему бюджету. Стопроцентный хлопок часто выбирают профессиональные художники и не только. Такая бумага отлично переносит большое количество воды и практически не деформируется при рисовании, особенно в склейках. Она тоже быстро сохнет, но ее можно поддерживать во влажном состоянии, если это требуется для работы по мокрому, например, когда вы обильно смачиваете лист с двух сторон. Хлопок за счет своей структуры глубоко впитывает пигмент краски, поэтому цвета могут становиться менее насыщенными после высыхания. И вымыть какие-то участки после того, как они высохли, может не получиться. Но зато можно спокойно работать в многослойной технике, при этом цвета не будут смешиваться и давать грязь. Смешанная бумага или микс – это бумага, которая состоит из хлопка и целлюлозы. В зависимости от процентного соотношения в ее составе свойства будут меняться в ту или иную сторону. Учтите, что в любом случае нужно время для того, чтобы вы определили для себя самую подходящую бумагу, потому что каждому художнику требуется разная бумага для его целей. И только благодаря своему личному опыту вы сможете для себя понять, что конкретно вам подходит. Кто-то будет хвалить одно, кто-то другое, но вам подойдет что-то еще. В творческих магазинах, например, как Леонардо, вы можете приобрести даже один лист. Там есть стенды с бумагой, где вы можете посмотреть фактуру, потрогать лист, купить бумагу поштучно. Вы можете взять себе несколько разных листов, попробовать и понять для себя, что вам больше нравится, что вам подходит.
Также у бумаги для акварели есть разная фактура и плотность. Существует три основных вида фактуры. Это сатин, кфин и торшон. Сатин – это максимально гладкая бумага, у нее практически отсутствует рельеф. Такая бумага подходит для проработки мелких деталей, например, в ботанической иллюстрации. Мне нравится этот вид бумаги и то, как на ней выходит кожа. Получается очень реалистично. Фин – это среднее зерно. У такой бумаги есть выраженная текстура в виде небольших ячеек. Вот, например, мои работы, которые выполнены на такой бумаге. На такой бумаге красиво выглядят эффекты красок с грануляцией, например. Торшон – это крупное зерно. Поверхность такой бумаги грубая и напоминает апельсиновую корку. На ней можно хорошо передавать фактуру. Я не из тех людей, которые скупают все новинки. Могу просто посмотреть обзоры материалов. И за 4 года я покупала только бумагу и ту, которая мне изначально понравилась. Я покупала бумагу Фабриано в больших листах, стопроцентный хлопок. Это производство Италия. И далее я купила склейку этой же фирмы. Это микс, 25% хлопок. Но я не знала, какая фактура внутри, а она оказалась среднее зерно. Я предпочитаю мелкое. Но мне понравилось рисовать именно в формате склейки. Здесь листы крепятся по всем 4 сторонам, и не нужно заморачиваться и крепить лист малярным скотчем. То есть это удобно. Здесь есть такое окошко, в которое вы потом вставляете либо канцелярский нож, либо специальное приспособление и отделяете листы. А недавно я решила попробовать что-то новое и купила бумагу Баохонг, производство Китай. Это тоже хлопок 100%, здесь 10 листов, это склейка, и заявлено, что это бумага профессиональная. Она мне в работе понравилась. Для хорошей бумаги из хлопка это очень адекватная цена. Фабриано такого формата стоит уже как крыло самолета. Моя первая акварель – это краски гамма, вот такие. Единственное, что я понимала на тот момент, что детская акварель мне не подойдет, но при этом в самом начале решила купить самую недорогую. Давайте разберем, на что влияет цена. В первую очередь на состав. Состав влияет на свойства акварели, такие как яркость, прозрачность, светостойкость и то, как будут смешиваться цвета. Состав акварели прост. Это пигменты и наполнители, и те, и другие должны быть качественными. Чем больше непонятных наполнителей, тем краски дешевле. Такие краски мылкие, при выкраске не насыщенные, хотя в коробке могут выглядеть хорошо. Акварельные краски должны легко набираться на кисть и равномерно разноситься на бумаге. Они бывают в кюветах и в тубах. Когда я поняла, что акварель для меня надолго, я задумалась уже о наборе посерьезней. Сначала я покупала отдельные кюветы каких-то цветов, чтобы попробовать. Потом приобрела такой набор от Невской палитры. Здесь акварель «Белые ночи». У них есть еще наборы сонет. Я не пробовала, но часто слышу, что их рекомендуют начинающим как бюджетный вариант. У меня набор на 24 цвета, но я еще добавляла какие-то, например, из туб Ван Гога в пустые кюветы. Я рекомендую вам начать с простого набора из 12 цветов в кюветах. Этого будет достаточно для первых экспериментов. Какой набор выбрать, смотрите сами по своему бюджету. Мне нравятся белые ночи, и у меня есть парочка туб Ван Гога. Краски бывают обычные, с грануляцией и мерцающие. На грануляцию влияет размер частиц пигмента. Чем они крупнее, тем более неоднородной будет текстура. Мерцающие – это те, которые переливаются и создают блеск. Такие краски хорошо выглядят на черной бумаге. Еще можно купить белую гуашь и использовать ее для эффекта снега, например, или каких-то деталей. Конечно, сейчас художники могут начать нравоучение, что истинные акварелисты не используют белила. Но если вы просто хотите порисовать в удовольствие, смешивайте все, что хотите. Но параллельно изучайте основы, чтобы ваши работы становились еще более прекраснее для вас самих. Еще рекомендую делать выкраски цветов, которые у вас есть. Так легче ориентироваться, и когда какой-то цвет закончился, будешь знать, какой купить. Когда экспериментируешь и смешиваешь какие-то цвета, тоже стоит записывать, а то потом не вспомнишь. Если вы еще не поставили лайк, то самое время.
На данной минуте я работаю над видео уже второй день. Надеюсь, вам интересно и где-то полезно. Итак, кисти. От материала кисти зависит нанесение краски и сам мазок. Кисти бывают из натурального ворса, синтетические и микс. Здесь тоже большое разнообразие. Изначально кисти для акварели делали из меха колонка, белки и соболя. Такие кисти удерживают влагу и вбирают в себя большое количество пигмента. Натуральные кисти хорошо подходят для растушевок и создания размытых штрихов. Учтите, что новые кисти обрабатывают специальным раствором, чтобы они сохраняли форму в процессе хранения и транспортировки. Поэтому, когда купите кисти, промойте их водой, чтобы смыть защитный состав. Прогресс уже так шагнул, что синтетические кисти у некоторых производителей не уступают натуральным. Это очень практичный и долговечный вариант, по стоимости бюджетнее, чем из натурального ворса. И вот такое количество кистей у меня, а пользуюсь я только этими. Самая широкая для больших заливок это коза Малевич. Хорошо держит влагу, но чуть-чуть лезет и оставляет волоски, что бывает совсем не кстати, так как когда пытаешься убрать волос, можно повредить ровную заливку. Эти кисти я очень люблю и рисую только ими, уже года 3 точно. Это бренд Рублев. Синие кисти очень упругие, это синтетика. Черная тоже синтетика, но она очень мягкая и похожа на натуральный ворс. Итак, что купить начинающим? Это одна большая из натурального ворса для заливок, одна плоская кисть синтетика, ей можно создавать различные фактуры или стирать краску, если требуется. Круглая кисть среднего размера, тут уж сами выбирайте, синтетика или натуральный ворс. И одна тонкая для деталей, если требуется. У меня еще есть зубная щетка, как видите. Ей тоже можно создавать эффекты, но я ей не пользуюсь уже давно. Из сопутствующих материалов это карандаш для набросков, клячка, это намного лучше ластика. Обычный ластик травмирует бумагу, а клячка легко мнется, принимает нужную форму, и клячка убирает верхний слой карандаша с бумаги очень деликатно, не оставляя катышки. Когда вы делаете набросок карандашом на бумаге перед акварелью, очень важно снять верхний графитный слой от карандаша, потому что, во-первых, карандаш тоже будет размываться и оставлять грязь. Во-вторых, после того, как вы нанесете воду на бумагу, карандаш зафиксируется, то есть уже не будет возможности что-то убрать, стереть и так далее. Малярный скотч, чтобы фиксировать лист, если вы выбрали бумагу в отдельных листах. Подойдет самый обычный, но широкий. Палитра, чтобы смешивать краски. Можно пластиковую, самую обычную. У меня она с пеналом, и я купила такую прозрачную. Салфетки, бумажные полотенца или кусочки ткани, чтобы убирать с кисти излишки воды. Салфетки сами после этого выглядят как мини-картины. И, конечно, вода. Без нее в акварели вообще никак. Ставьте себе несколько емкостей, промывайте кисть сначала в одной, затем в другой. Так ваши цвета на бумаге будут чистыми. Есть еще маскирующая жидкость. Пользовалась ей пару раз, мне привычнее работать без нее. Ее используют синтетической кистью, наносят слой, ждут высыхания и рисуют. Когда снимаете, у вас остаются непрокрашенные участки. Обязательно сразу после нанесения маскирующей жидкости промойте кисть водой, чтобы она не засохла и не испортила вам кисть. Белая ручка по желанию и по необходимости. Можно и без нее, если у вас есть белая гуашь. Вот вы купили все самое необходимое, вдохновились и начали творить. Вы рисуете, у вас что-то получается, что-то нет, но вы внутри радуетесь и стремитесь научиться рисовать лучше. В такие моменты ты чувствуешь какую-то детскую радость и беззаботность, даже от цветных клякс. В то же время ты взрослый и адекватно понимаешь, что ты не Леонардо да Винчи, ты просто рисуешь, потому что нравится тебе. И, естественно, твое окружение начинает об этом узнавать, если ты, конечно, это не скрываешь за 7 печатями. И хорошо, когда это окружение поддерживает тебя. Это очень вдохновляет и увеличивает твои радости. Бывает наоборот.
когда тебе пытаются внушить, что ты занимаешься чем-то не тем, и у тебя образуются комплексы, блоки в сфере творчества и отсутствие желания развивать это направление. Еще бывает, когда одновременно одни говорят слова поддержки и восхищаются, а другие что-то негативное, и тут вообще внутри рождается гремучая смесь какая-то. И как быть? Как сохранять душевное равновесие и продолжать делать то, что нравится? Очень важно иметь внутренний стержень и уметь выстраивать личные границы, как внутри, так и снаружи. Я прошла свои уроки, чтобы мои слова для кого-то оказались поддержкой, для тех, кому это нужно сейчас. Придется действительно поговорить по душам. Почему я говорю, что мои портреты сакральные и ценные для меня? Это не очередной маркетинговый ход из соцсетей. Мне действительно не важно, кому они не нравятся, и мне не требуется оценка, рекомендации или критика, даже конструктивная. Когда мне это требовалось для обучения, я пошла на курс, где это делал профессионал. В самом начале, еще до акварели, я пробовала рисовать карандашом. И для меня это был такой восторг и удивление, что у меня что-то получается. Но на тот момент я была в абьюзивных отношениях, в которых мои картины рвали и агрессивно убеждали, что я занимаюсь какой-то фигней. После выхода из этих отношений я прекратила рисовать. Прошло время, я начала самостоятельно работать над своим мышлением, встретила своего мужа. Когда мы только познакомились и речь зашла о творчестве, я неохотно сказала, что пробовала рисовать когда-то. Он попросил показать, и его реакция поспособствовала тому, что вы видите сейчас. Я прошла такой синдром самозванца, просто трындец. И всю эту дорогу у меня была поддержка от моего мужчины, за что я ему бесконечно благодарна. Внутренний стержень у меня был всегда, но творчество было для меня уязвимым местом. Сейчас и тут все в порядке. Важно осознавать, что у людей разное мышление и мировоззрение, и они что-то делают или говорят, исходя из того, чем они наполнены. Помните о том, что желание творить – это ваше право. Кому-то не нравится – окей, это его видение. Вы потом научитесь и будете рисовать еще лучше, если захотите. Ты – ценность, только не каждый позволяет себе это осознать. Хотя это осознание должно быть в каждом, без эгоизма. Тут вообще про другое. В прошлом году я получила премию «Лучший нейрокоуч года» как специалист по работе с мышлением. Я не говорю об этом в своих видео, так как хотела просто читать сказки и рисовать. Но ваша обратная связь и мой опыт дают о себе знать. Поэтому не ждите от меня сухих видео строго о том, что спросили. Дорогие мои, творите, создавайте, созидайте. Вокруг всегда найдутся те, кого будет что-то вас не устраивать, что бы вы ни делали. Даже если вы будете самым святым, самым прекрасным человеком, все равно найдется тот, кто за что-то зацепится и что-то вам ляпнет. Это всегда было, есть и будет. Это часть нашего мира. Поэтому ищите внутреннюю опору в себе, развивайте сами себя, свое мышление. Это успокоит ваши нервы, и вы начнете спокойнее относиться к окружающим и к тому, что они говорят. У меня есть телеграм-канал, на какое-то время я его забросила. Но там есть полезные мини-подкасты, например, на тему окружения или страхов. И теперь есть чат. Всем творческим людям добро пожаловать. Я вас жду. Давайте создадим там теплое дружеское комьюнити. Ссылка в описании под видео и в описании канала. В комментариях вы можете поделиться своими материалами для акварели, чем пользуетесь. Думаю, для новичков это будет полезно. Можете также написать, о чем хотели бы следующее видео, какие-то идеи, или поделиться своей историей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, добро пожаловать на мой канал. Тем, кто уже подписан, большая благодарность и до встречи в новых видео.